Хороший рюкзак – это твой друг, который с тобой всегда. В нем находится все необходимое для твоей продолжительной жизни в лесу. Значит, я часто бываю в экспедициях, я добываю себе еду ружьем и спиннингом. Поэтому я, когда прихожу на место, организовываю бивуак, все, что мне нужно, оно помещается в основном большом рюкзаке. Это экспедиционник, мне до 100 литров хватает. Но все, что происходит вокруг базового лагеря, тут без дополнительного маленького объема не обойтись. Поэтому у меня всегда 2 рюкзака. Но второй рюкзак, он очень интересный тем, что он компактный, занимает мало места. При этом свои функции он выполняет на 100%. Ну и, естественно, для меня очень большое значение имеет такой показатель, как прочность. Потому что если что-то придет в негодность, исправить это будет достаточно сложно. А прерывать, допустим, экспедиции только потому, что у тебя вышло из строя снаряжение, это нонсенс, моветон. У меня за спиной обычное охотничье укрытие, которое, если правильно им пользоваться и уметь знать и понимать, как оно строится, то в принципе и палатка не нужна. По крайней мере, я практически круглогодично, хоть зимой, хоть летом, ставлю это укрытие, и оно очень быстро ставится. И, собственно говоря, по большому счету, это мой дом, где я живу. Для того, чтобы поставить это жилище, не побоюсь этого слова, нужно найти 2 крепких дерева, которые немножко превышают ваш рост. Между ними поставить поперечину, и на эту поперечину, соответственно, наклонные ветки, на которые там уже можно будет лапник, дерн и прочие вещи, которые укроют там от дождя, от снега и других факторов неблагоприятных окружающей среды. Для того, чтобы сделать это укрытие, достаточно просто пару раз его сделать под руководством опытного инструктора или знающего человека, потому что на самом деле подойдет любой материал, любая веревка. Просто нужно знать, как правильно и в какой последовательности это делать. То есть палатка в этой жизни не главное. В этой жизни главное уметь что-то делать руками. Я подолгу и много нахожусь в дикой природе. Соответственно, еду я себе добываю ружьем и спиннингом. И иногда для того, чтобы подойти на продуктивный выстрел и добыть еду, нужно идти очень тихо. Не всегда это получается, потому что люди опытные знают, что даже снаряженный патрон дробовой, вот если его потрясти вот так возле уха, слышно, как шуршит дробь. А таких патронов у охотника может быть там десяток, 2, 3 десятка. Соответственно, это шум. Так вот, мы вот так еле-еле слышим этот шум, а олень, даже на большом удалении, слышит этот шум очень хорошо. Не говоря уже о том, что когда мы перемещаемся по лесу, мы зацепляем ветки одеждой, хрустим ветками, которые лежат под ногами. То есть для того, чтобы подойти на продуктивный выстрел, нужна специальная одежда. Одежда, которая не шумит, не шуршит. И что бы там ни говорили по поводу разных типов тканей, самая не шуршащая одежда
у хищника. Это его мех, это ворс, который практически не издает никаких звуков. И вот та куртка, вернее тот костюм, который на мне, вот он как раз и повторяет эту одежду хищника. Это абсолютно не шуршащая одежда. Я иногда, когда хожу в этой куртке, перемещаюсь ползком даже, я сам себя не слышу, потому что она повторяет вот именно ворс хищника, то есть практически не создавая никакого шума. И если говорить об основных мужских инстинктах, это добыча еды. А добыв еду, ее нужно правильно приготовить. И нам сегодня в этом поможет очень важный, нужный и правильный человек. Это шеф-повар Егор Ривера. Итак, с тем комплектом, с правильным комплектом снаряжения и экипировки, о котором мы сегодня говорили, добыча, я думаю, гарантирована. А вот что с этой добычей делать, как и обещал, нам сегодня расскажет шеф-повар Егор Ривера. Приветствую, Егор. Рад видеть тебя, Олег. Взаимно. Ну что, рад твоей добыче. Давай расскажу, что мы будем готовить сегодня из нее. Это вырезка оленины, которую мы приготовим по классической технологии и сделаем ростбиф из оленины. При этом замаринуем его сейчас в настойке из смеси трав и ягод с добавлением специй, которые я подготовил. Выдержим мясо, я думаю, буквально минут 15-20, потому что это будет уже очень ароматный такой букет. Завернем мясо в фольгу и будем запекать его прямо в углях. Отлично. Ну что, предлагаю приступить к приготовлению. С Богом! Олег, давайте я в целом расскажу про идею сегодняшнего блюда. Про ростбиф из оленины я уже рассказал, и расскажу про остальные части этого блюда. Помнишь, как в детстве, когда на костре запекал картофель? Конечно. Я думаю, что у тебя, наверное, больше историй про какие-нибудь походы и картофель, запеченный в костре. Но вот у меня воспоминания именно из детства. Поэтому я заранее отварил картофель, подготовил лук-шалот, и мы прям на углях их запечем. До того состояния, когда корочка будет такая прям угольная. И это будет здорово. Приготовим сливочный соус на основе выпаренной настойки из трав и ягод и подадим все это вместе. Давай уже, мне не терпится, потому что ты так вкусно рассказываешь. Давай. В общем, здесь в миске у меня находится вырезка оленины. Я думаю, ты как охотник знаешь, что это самая ценная часть туши. Итак, сейчас добавляю настойку. Количество настойки для маринада не регламентировано, но я бы советовал так: чем больше, тем лучше. Потому что чем больше настойки, тем быстрее пойдет процесс мариновки. Можно налить, пожалуй, там колпачок, но придется ждать, не знаю, часов 12. Не наш формат. Не наш формат, да. То есть наша задача какая? Быстрый рецепт на природе, но при этом уникальный, гастрономический и вкусный. Теперь добавим сюда все те специи, которые я подготовил. Считаю, что они замечательно сюда подойдут. Здесь смесь перцев, можжевеловая ягода и корица. Все они по-своему яркие, и, как видишь, они все цельные. Да. То есть наша задача, чтобы данный набор специй просто передал свою ароматику мясу. Ну что, для того, чтобы маринад был готов, не хватает главного ингредиента. Это соль. Я подумал, что добавить обычную соль будет не очень интересно и банально.
И задача наша, чтобы все блюдо абсолютно говорило о том, что оно приготовлено на костре. Поэтому я взял четверговую соль. Знаешь, что это такое? Нет, впервые я слышал, интересно. Это соль, которая запекается в печи, затем измельчается, просеивается, и получается вот такая вот соль. Можно сказать, что немного, видишь, как будто бы угольная. Поэтому мясо, оно изначально будет уже такое с дымком. По сути, это древнерусский рецепт копченой соли. Мясо промариновалось 15 минут. Сейчас я заверну его в фольгу, а тебя в это время попрошу подготовить угли. Теперь, как в любом соусе, в приготовлении которого участвуют алкогольные напитки, необходимо дождаться, пока спирты полностью выпарятся, и все, что останется в этом соусе, это аромат того напитка, который мы добавили. Спирты выпарились, теперь добавляем жирные сливки. И доводим до кипения, добавляем соль, и соус готов. Наше костровое блюдо готово, я предлагаю тебе его попробовать. Ну, я тут уже, я весь и зашел здесь, конечно же, ну, выглядит потрясающе, конечно, это надо видеть, это картина, это страшно прикасаться к этому блюду, потому что это вот, ну, правда, произведение искусства. Это божественно. Это мяско сочное, мягкое, вкус бесподобный. Богато, очень богато. Ну и рецепт этого божественного блюда можно по ссылке в описании прочитать и приготовить это все. Ну, по возможности в том же антураже, потому что антураж это важно. Это очень важно. Меня очень этот вопрос интересует. Как с этим блюдом сочетается сама настойка? Я думаю, идеально, потому что мы мариновали мясо в этой настойке. Предлагаю тебе попробовать на самом деле. За все происходящее. Давай. Это неповторимо, поэтому это нужно повторять почаще. Напоминаю, с нами был шеф-повар Егор Ривера. Спасибо, Егор, все было всегда рад. Просто потрясающе. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И что бы вы хотели еще увидеть, пишите в комментариях.